Недавно прошла премьера мультфильма «Я краснею», и после ее просмотра у меня осталось много вопросов насчет вселенной этого мультфильма. Мне не дает покоя ее превращение в панду, да и финальная сцена очень схожа со сценой из мультфильма «Душа». Сегодня я постараюсь рассказать вам, как связаны эти два персонажа – Мэйли и 22-я, и происходит ли действие в одной вселенной, или это не более чем совпадение. Добрый день, с вами я, Санчес, и сегодня постараюсь разобрать теорию, является ли душа 22-й той самой Мэйли из мультфильма «Я краснею». Поехали! Для зрителей РФ просьба включить VPN перед просмотром этого ролика, таким образом вы сможете меня поддержать, спасибо. «Я краснею» для меня был долгожданным мультфильмом, но еще при его просмотре мне стало интересно, как происходит у нее это превращение. Еще больше сходств с мультфильмом «Душа» я стал находить в финале мультфильма, когда родственники по женской части стали отпускать своих панд. И был это через своеобразный портал, учитывая, что во вселенной Pixar делается все не просто так, и каждая пасхалка к чему-то отсылает, сегодня постараемся разобрать задумку авторов мультфильма. Саньи. Я долго тянуть не стану и сразу перейду к схожестям с душой 22 из мультфильма. Во-первых, как мы помним, куда полетела душа 22 в финале. Я разбирал еще в очень старой теории, наверное, год назад ее делал, что она полетела в сторону Китая. А как мы знаем, несмотря на то, что семья живет в Торонто, в Канаде, Мэйли и все родственники имеют китайские корни. Да более того, они проживают в китайском районе. Понятное дело, конкретной географической территории не видно, но по расположению материков все же можно предположить, что это Китай. Далее мы помним, как душа 22 любила пиццу. Во время, когда Джо Гарнер становится душой, 22 демонстрирует ему то, что теперь он ничего не чувствует, ни боли, ни вкуса. И для того, чтобы это продемонстрировать, она съедает кусочек пиццы. Но как только душа становится в теле Джо, именно кусочек пиццы в нашем реальном мире ей очень сильно нравится. Мэйли также любительница пиццы, и в один из моментов она отказывается от еды у себя дома, делая отмазку, что папа Мириан закажет пиццу. Может, это совпадение, кто знает, но в этом мультфильме также акцентируют внимание на еде. Но давайте перейдем к более аргументированным фактам схожести этих персонажей или героев. Вспомните, когда по женской части родственники стали отказываться от своих панд в самом финале. Они вылетали из своеобразного портала с горящими глазами. Это очень напоминает мир потерянных душ из мультфильма «Душа», чьи глаза также горят, так как эти души перестали функционировать и попросту стали не нужны. Ну и сам ритуал призыва этого портала отличается тем, что вырисовывается круг на земле, и под медитацию других персонажей, которые могут петь любую музыку, происходит этот обряд. Но примерно похоже мы видели и в «Душе», когда Мунвин, помогая потерянным душам, тоже открывал портал, а другие персонажи должны были также играть музыку для успокоения Джо и даже петь песни, который пытался вернуться на Землю. Разве эти кадры не схожи? Если вы думаете, что это лишь просто совпадение, то тогда я приведу пример с музыкой. Как ни странно, но она играет основную роль что в этом мультфильме, что в «Душе». Как вы помните, для Джо Гарнера музыка являлась особой частью жизни, воплощением его мечты, так же как и Мэйли мечтала попасть на концерт к кей-поперам. Музыка — это главный помощник в перелете между этими мирами, что в «Душе», что в «Я краснею». Чем еще схожа 22 на Мэйли? Как вы помните, 22 прекращала злиться, когда ее охватывали положительные эмоции, а их она испытывала к примеру, поедании пиццы. Мэйли успокаивалась, находясь рядом со своими подружками, ведь для нее только с ними она также испытывала положительные эмоции. И даже не обязательно она могла быть рядом с ними, она могла просто о них подумать, и они также вызывали положительные эмоции. Кстати, в «Я краснею» ритуал с пандами должен был происходить только во время Красной Луны, но Мунвин на своем корабле в «Душе» приплыл с помощниками, которых зовут Мечтательная Луна, Ветряная Луна и Мечтательный Мечтатель. Может, это еще одно совпадение, что частью ритуала, что там, что здесь должна стать Луна. Также вернемся в превращение панды. Как вы помните, Мэйли, когда слишком злилась, могла потерять контроль над животным. Она становилась просто неуправляемой, агрессивной, и потерянные души также были довольно агрессивными, неуправляемыми. Их сложно было остановить. Ну, понятное дело, я говорю про мультфильм «Душа». Мне кажется, когда происходит агрессия у Мэйли, ее душа отделяется от сознания, теряет цель и начинает быть в состоянии потерянной души. Но это, конечно, не точно.
Вернемся к Мэй Ли. Во время всего мультфильма она пыталась стать взрослой, хотела стать настоящей женщиной. Ее мечта была не только в концерте, но и в том, что она таким образом думала, что сможет поменять свою итоговую цель. А 22-я была крайне активная и любознательная героиня. Ей также хотелось осознать, для чего она вообще нужна, ведь она не могла найти свое призвание, так скажем. Только под финал мультфильма «Душа» мы осознаем, что никакой искры у души и не должно быть. Она просто должна жить, наслаждаться миром. В этом не должно быть каких-то ограничений в виде конкретных увлечений и занятий, так же, как и с Мэй Ли. Во взрослении нет определенных конкретных задач, все взрослеют по-разному, все по-разному познают себя, и хочешь ты этого или нет, это случится с каждым. Мне сложно объяснить конкретно, в чем я здесь вижу схожесть, но, наверное, в том, что граней быть не должно. Мы сами ставим перед собой барьеры, пытаясь четко разграничивать развитие судьбы. Нельзя этого делать. Если ты хочешь петь, пой, хочешь играть на скрипке, учись и играй, не иди по натоптанной дорожке кого-то, будь тем, кем ты есть на самом деле. Думаю, в этом есть переплетение душ этих двух героинь, 22-й и Мэй Ли. 22-я долго пыталась найти призвание, как у других душ в раю, когда каждый находил призвание, у кого-то читать книжки, кого-то играть на гитаре, кто-то на пианино хорошо играл, кто-то хорошо учился и так далее. Она не могла найти свое призвание. Как и Мэй Ли пыталась долгое время быть такой, как хотела ее мама, но опять же таки, это призвание не ее, а ее матери, которая хотела, чтобы дочка была такой. У Мэй Ли было совсем другое призвание. И потом, после прозрения каждой личности, и что происходит в финале мультфильма, 122-й, что Мэй Ли, кем они должны стать и кем они должны являться, у них становится гармония. Что 22-я, что Мэй Ли уже начинают спокойно себя ощущать, они не паникуют, они перестают быть такими гиперактивными, перестают попадать вечно в какие-то неприятности, в депрессии и так далее. Они начинают полностью осознавать, кем они являются, и на этом и происходит финал что одного мультфильма, что другого. Это очень сложная, на мой взгляд, теория переплетения мультфильмов. Мы не знаем, является ли вселенная души и вселенная Я краснею одной вселенной, но сегодня я постарался показать слишком много схожестей, чтобы принять, что, наверное, все же авторы скрывают главную тайну этих мультфильмов. Душа 22 действительно могла стать Мэй Ли, семья Мэй Ли могла с Китая переехать в Торонто, и все эти перевоплощения в панду – это просто попытка найти истинного себя. Как я и говорил еще во мнении, что это могла быть просто метафора, и на самом деле никаких превращений-то и не было, это был просто показ взросления, показ изменения самой героини. Я хотел бы поблагодарить за то, что вы оставляете много интересных комментариев. Я все читаю, и мне самому интересно наблюдать за вашим мнением насчет разных мультфильмов. Поэтому хочу, чтобы вы также поделились своим мнением здесь. Как вы считаете, есть ли связь между этими проектами, или это не более чем совпадение анимации? Все же мультфильмы вышли друг от друга не так давно, один в 20-м, другой в 22-м. Может, это просто случайность. Если вам понравилось видео, то не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Также, ребята, смотрите в описании, там много полезных ссылок, на которые желательно бы подписаться, если вы не хотите потерять канал. Сейчас такая ситуация, что непонятно, что будет с платформой. Спасибо за вашу поддержку. Также у меня есть два канала. На одном я делаю разбор кино и сериалов, а на другом прохожу игры Диснея. Зайдите, гляньте, вдруг вам что-то понравится. Ну то все, с вами был Санчес, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и пока.